Привет, друзья! Снова с вами Макс, и в этом видео я вам хочу рассказать немного о моих планах, потому что я еду в Россию, вернее, если вы сейчас смотрите это видео, то я уже в России, да. Это мое последнее видео из Китая. И, наверное, я сейчас очень-очень скучаю по Китаю, потому что, как я уже говорил в этом видео, я очень-очень люблю Китай. Итак, давайте прогуляемся по этому городу, и я вам расскажу о моих планах. Какие у меня планы на Новый год, на новый 2019 год? В общем, мои планы — это больше и больше работать над этим проектом. У меня есть огромное, невероятное количество разных идей, полезных идей, которые помогут вам изучать русский язык и делать это приятно, с удовольствием. И я хочу все это реализовать. Я хочу воплотить все мои планы. И этим я хочу заниматься в России. Первое. YouTube. Я планирую сделать такую серию видео, которые будут посвящены глаголам движения. Глаголам движения и глаголам движения с приставками, таким как отходить, уходить, приходить, выходить, заходить. Все вот это я хочу объяснить очень подробно и обязательно с практикой, чтобы вы могли не только послушать, но и попрактиковать эти глаголы. Номер 2 – это мои подкасты, да, подкасты. Что я планирую делать в моем подкасте? Ну, во-первых, мой подкаст, он про... Я хочу, чтобы там был живой разговорный язык. Я не хочу в моих подкастах учить вас новым словам, учить вас грамматике, структурам русского языка. Я хочу, чтобы в этом подкасте были интересные топики, то есть интересные темы для того, чтобы просто послушать. И во время слушания вы сможете ухватить, да, подчерпнуть или найти, узнать какие-то новые слова, какие-то новые конструкции. Поэтому, друзья, если у вас есть идеи, о чем вы бы хотели услышать, то напишите их в комментариях. И еще одна вещь. Я планирую сделать свой book club, да, свой книжный клуб. Я думаю, что я сделаю его в подкастах. То есть иногда я буду в подкастах читать какую-то книгу, но, конечно, короткую и простую книгу. И у вас будет текст, да, вы тоже сможете скачать эту книгу и тоже читать ее вместе со мной. А в подкасте я буду разбирать и объяснять новые слова для вас. Как вам такая идея? Вам нравится эта идея? Если нравится, напишите в комментариях. Номер 3 – это культура, да, культура. И здесь, смотрите, как много китайцы могут загрузить на одну тележку. Это поразительно. Так вот, культура – это... Я хочу делать больше материалов
о России и о русской культуре. Потому что я буду жить в России, и я могу путешествовать в разные места в России, я могу гулять и смотреть на русскую природу, то есть я могу получить вдохновение, да, вдохновение для того, чтобы рассказывать вам больше о России. И я буду снимать видео, делать подкасты, и в моей membership программе, о которой вы можете прочитать внизу, там я тоже планирую делать статьи, делать уроки больше о России, рассказывать о русской душе, о русской культуре, о русской истории и так далее. Также у меня в планах сделать курс по разговорному русскому языку. Но этот курс будет в виде материалов, где будут говорить русские люди. То есть вы сможете послушать живую русскую речь, быструю, сложную русскую речь с большим количеством разных идиом, сленга, слов-паразитов и так далее. Но вы сможете в этом курсе также посмотреть текст, посмотреть перевод и сделать несколько практических упражнений, чтобы запомнить и усвоить и выучить все новые слова, новые обороты и, самое главное, привыкнуть к русской речи. Вот. Если вам нравится эта идея, напишите мне. Что я планирую делать на моем сайте? Ну, во-первых, я буду продолжать выкладывать туда контент. Это короткие истории. В основном короткие истории. И я хочу сделать несколько категорий этих историй. То есть некоторые истории типа притч. Да, притчи. На моем сайте уже есть несколько притч. Другие истории, это русские сказки или русские легенды. Также я буду добавлять какие-то более современные истории, то есть истории о настоящем времени, о том, что вы сможете услышать, какие слова вы сможете услышать в повседневной жизни. Так, я не буду переходить дорогу, я завершу запись и затем перейду дорогу. В Китае очень опасно переходить дороги. О, я иду мимо чайного магазина. В этом магазине продается чай, чайная посуда и другие разные предметы. Я, кстати, купил чай. Да, я хочу привезти в Россию разного чая, потому что китайский чай это просто, это великолепно. И следующий момент это аудиокниги. Мне очень нравится работать с аудио. Я считаю, что аудио имеет некоторые преимущества над видео, потому что вы можете вести машину и слушать аудио. Вы можете стирать белье или мыть посуду и слушать аудио. То есть это очень удобно. И вы можете делать это много-много-много раз. Поэтому я также хочу сделать несколько аудиокнижек на разные темы. Но вы узнаете об этом позже. И напоследок, друзья, я бы хотел познакомить вас с этим человеком. Это знаменитый Лу Ю. По-китайски Лу.
Привет. Hello. Hello. What is his name? Lu Yu, right? 他是谁？你知道吗？我不知道。你不知道啊？好。你看哪儿？你看哪儿？Lu Yu, right? Lu Yu. Итак, это Лу Ю, который был, это великий автор чайного канона. Чайный канон – это книга. По-английски она называется The Classic of Tea, я думаю. И Лу Ю сделал огромную работу. Его чайный канон – это великое произведение о чае. Он жил в 8 веке нашей эры, и на этой улице здесь огромное количество чайных магазинов, может быть 100, очень много. Я всегда покупаю здесь чай. И на этом у меня все, друзья. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Sorry?